Всем привет! Сегодня с вами хочу поговорить о типах наших желаний, которые приводят к мечтам, к целям и реализуются или нет. Зачем вам это надо? Прежде всего для того, чтобы понимать, почему некоторые из ваших желаний не исполняются, мечты не достигаются, цели не реализуются. А во-вторых, возможно, придут инсайты, как вы можете исправить свою ситуацию и повлиять на скорость и вероятность исполнения желаемого. У меня, как всегда, схема, моя авторская. Не претендую на истину в первой инстанции, и здесь я понимаю, что охвачены далеко не все типы желаний, а только основные. Но этого будет вполне достаточно. На схеме у нас уровни желаний и типы желаний по каждому из уровней. Первый – это уровень реальности. И на этом уровне желания делятся на адекватные и неадекватные. Адекватные реальности – это то, что сейчас в нашей Вселенной, в наше время реализуемо. Соответственно, неадекватные – те, которые на данный момент невозможно реализовать. Например, забеременеть и родить ребенка через 3 месяца нереально. Очень сильно хотеть, чтобы зубы, которые выпали, сами новые вырастали, когда вам уже за 50 – нереально. И это как раз неадекватные желания. Они недостижимы, что бы вы для этого ни делали, но есть исключения, конечно. Когда-то сотовые телефоны, автомобили, электричество – это все были изначально неадекватные желания, но благодаря настойчивости людей, которые видели и верили в то, что это возможно, это стало реальностью. Поэтому неадекватные желания тоже могут привести к достижимой мечте и к реализуемым достижимым целям. Все зависит от того, насколько активен и обладает разумом гения человек, который это пожелал. Следующий уровень – это уровень счастья. Здесь у нас желания истинные и ложные или навязанные. Все мы понимаем, что именно истинные желания всегда приводят нас к счастью, а ложные и навязанные желания чаще всего приводят к чужой жизни, к нереализованным нашим ресурсам и потенциалу, к депрессиям, апатии и потере смыслов. Долго наблюдала за желаниями истинными, ложными, их жизненный цикл, за их хозяевами, что с ними происходит. И для себя это сформулировала так. Сейчас сяду за стол, порисую и вам покажу. Давайте представим, что вот вы пришли в этот мир уже со своими талантами, какими-то способностями и ресурсами. Причем у вас есть ваш внутренний компас, который всегда четко знает, в какую сторону вам идти и где ваше счастье. Пусть у вас будет способности к французскому языку, танцы и кулинария. Это ваши основные, самые сильные способности. Активируя которые и в дальнейшем развивая, вы придете к своему счастью. Потому что под все наши истинные желания у нас есть ресурсы. В этом-то и весь кайф. Все, что вы искренне хотите для себя, все это поддерживается вашими внутренними настройками и теми ресурсами, которые нужно активировать и усилить в процессе достижения своего счастья или тех целей, которые вы ставите. Вот, допустим, вот вы, вот ваш компас, и ваш компас знает, что ваше счастье, допустим, вы живете во Франции, и у вас свой ресторан, не знаю, просто ресторан какой-то. Это ваше состояние счастья, к которому в идеале вы должны прийти, распаковывая свои ресурсы, у вас все есть для этого, развивая свои таланты, способности и прислушиваясь к своему компасу. И может быть несколько вариантов достижения вот этого состояния, идеального состояния вашего счастья. Например, пусть это будет первая дорожка, это вторая, третья. И их наверняка намного больше, я для примера приведу 3. Допустим, на первой дороге еще в детстве понимаете, что у вас есть тяга к французскому языку. Вам все говорят, надо учить английский, английский это главный язык, он же у нас сейчас международный. Вы говорите, нет, хочу французский. Учите французский язык, никто вас не понимает, вам все равно, и живете счастливо. Дальше. Родители говорят, нужно заканчивать 11 класс, потом идти в институт, а вы понимаете, что вы вообще не вывозите, и вам это ни разу не интересно. Говорите, знаете, не только говорите, еще идете. Я пойду в училище, закончу 9 классов, пойду в училище и выучусь на повара. Опять вас никто не понимает, а вам все равно, вы счастливы. Учитесь на повара и кайфуете. Так получилось, что, допустим, вы были в маленьком городке, благодаря умению хорошо готовить, участвовали в каких-то конкурсах, засветились, и вас какой-то ресторан пригласил в Москву. И вот вы переезжаете в Москву.
Вам там вообще отлично. По пути ходите, занимаетесь танцами для своего удовольствия, то есть развиваете все свои основные таланты и уже живете счастливо, в принципе. Но вас впереди еще ждет большее счастье, если вы идете по своим истинным желаниям. И после того, как вы переехали в Москву, пожили там, набрались еще больше своих кулинарных способностей, едете на конкурс поваров во Францию. Приезжаете туда. Вас, конечно же, все отговаривают, говорят, ну куда, да никто не выигрывал, ты не выиграешь, вам все равно, приезжайте во Францию. Первое место не занимаете, а только третье, но вас увидел какой-нибудь телеканал, пригласил к себе на кулинарное шоу, и вот вы остаетесь во Франции, прекрасно себе там живете, со временем открываете свой ресторанчик и прям кайфуете, потому что у вас здесь и французский язык, и ваша кулинария, и еще ходите на танцы по вечерам. Или, может быть, второй вариант, когда, например, в школе начали ходить на танцы. Все вам говорили, что нет, надо что-то более техническое, оно лучше пригодится. Вы сказали, пошли все вон, я буду танцевать. Параллельно изучали, самообучались французскому языку, потому что понимали, что вас тянет, вам он нравится, у вас способности, все схватываете на лету. И всегда мечтали, конечно же, поехать во Францию. Поехали во Францию и там и остались. Причем так там остались, что пошли на кулинарные курсы, потому что вас покорила французская кухня. Закончили курсы, какое-то время работали в разных ресторанах, копили деньги. И потом хоп, и открыли свой ресторан, может быть там с компаньоном, неважно как. А потом со временем открыли, например, чисто свой уже без компаньонов. И вот вы живете в своей мечте, наслаждаетесь жизнью, все отлично. И давайте еще так. Для красоты третий вариант рассмотрим. Например, в школе просто занимались танцами, пекли какие-то тортики родителям, хорошо закончили школу и пошли на иньяз. Конечно же, на факультет французского языка вас все отговаривали, говорили, зачем, надо на китайский. Китайский рулит, скоро все будут говорить на китайском, а кому нужен твой французский? Вам было наплевать, вы слушали свой компас, он вам очень активно шептал, надо идти на французский. Параллельно, пока вы учились в институте, подрабатывали просто в ресторане, потом вас со временем взяли на кухню, вы выяснили, что вы, оказывается, шикарный кулинар. Там же по вечерам ходили на сальсу, танцевали. В один прекрасный вечер пошли на дискотеку, танцевали, не обращая внимания ни на кого, и покорили сердце француза, который приехал в командировку в ваш город, и именно в эту ночь пошел в этот ночной клуб. Познакомились, вы выходите за него замуж, переезжаете во Францию, открываете там свой ресторан и живете счастливо. Что главное во всей этой истории? Каждый раз, когда вы никого не слушаете, ориентируйтесь на зов, на голос своего компаса, прислушивайтесь, куда вас тянет, куда вам хочется, куда вас зовет, вы всегда выигрываете. У вас всегда находятся возможности, ресурсы. Распаковывайте свои и усиливаете то, что у вас уже сильная природа. На этих дорогах вам всегда встречаются нужные люди. Включается закон синхронистичности. Все происходит как надо, в нужное время, в нужном месте. И приходит ощущение, что в этом мире все для вас, все для вашего счастья. Это у нас истинные желания. Они же некоторые превращают в истинные мечты и в истинные цели. Что происходит с ложными, навязанными? Представьте, что наша девушка на компас свой забила, и родители сказали, английский учи. Хорошо, что английский? Дальше сказали, надо на бухгалтера выучиться после школы. Выучилась на бухгалтера. Потом сказали, замуж надо, пока молодая, бегом замуж, пока мужиков не разобрали. Раз замуж, быстро рожать, бегом, пока еще здоровье есть. Родила. Потом сказали, надо, чтобы работа была стабильная. У тебя 2 детей, мало ли что случится, кто будет кормить? Иди в хорошую, стабильную фирму. Пусть зарплата небольшая, главное, что стабильная. Вот. И так идут годы. И однажды, когда уже дети выросли, сидите вы в свои 60-70 лет, смотрите на вот это все. А где-то в глубине души периодически просыпается этот компас. Он периодически подает сигналы в надежде, что вы про него вспомните, вы его услышите. Может быть, еще не поздно что-то исправить в своей жизни. Вы уже взрослая, у вас уже куча страхов, и вот это вот все бросать очень жалко. И вот такую жизнь вы проживаете и в конце думаете, а что все это было? Для чего? Вот я разве для этого всего была рождена? Я же чувствовала, что мое место где-то и в чем-то другом. Почему я выбирала все это? Почему я слушала других? Но сил, когда вы уже
таком пенсионном возрасте уже мало. Особенно сил на какие-то кардинальные изменения в своей жизни не всегда хватает. У некоторых хватает, но не у всех. И чтобы вот этого избежать всей вот этой вот жизни, полной несчастья, разочарования, обид, тревог, чувства своей никчемности, какой-то беспомощности, потерянности, ощущения, что нет места, это я здесь чужая, здесь все не для меня, это для какого-то другого. Мечт, желаний сильных нет, сил, чтобы их реализовывать, тоже нет. Чтобы избежать, идем по пути своих истинных желаний. Потому что истинные желания, ваши истинные мечты и цели, они вас всегда приведут к вашему состоянию счастья. Плюс еще в процессе, пока вы идете, вы уже на каждом шагу будете ощущать счастье и то, что вы на правильном пути и на своем месте в этой жизни. Как определить свои истинные желания и цели? Как отличить истинное от навязанного и ложного? От себя могу предложить это личные консультации, ссылка есть в описании. Еще у меня есть мини-онлайн-курс по определению истинности своих желаний, ссылка тоже внизу в описании. Или можете использовать любые доступные техники, материалы, которые вам откликаются. Следующий уровень – уровень зрелости. Про этот уровень я уже говорила в предыдущем видео про жизненный цикл наших мечт от идеи до желания, потом к мечте и в итоге к цели, которая распадается на задачи. Но сейчас еще раз кратенько затрону эту тему. Итак, здесь у нас желания инфантильные и взрослые. Отличаются они уровнем ответственности своего хозяина. Инфантильные желания и мечты – это те, за которые их хозяин не хочет нести ответственность, когда ответственность перекладывается на кого-то другого, потому что, опять же, детская позиция, неверие в свои силы, отсутствие ресурсов, точнее, неверие в то, что они есть. А как коуч я вам сразу могу сказать, что ресурсы есть всегда. Ресурсы есть на любые ваши мечты и желания, если они истинные. Инфантильные желания и мечты – это те, которые не превращаются в достижимые мечты и не доходят до стадии формирования целей и раскладки на задачи, потому что они не подкрепляются намерением их исполнять и ответственностью за сроки и действия, которые будут совершаться для достижения. И, соответственно, взрослые желания, мечты и цели – это те, за которые мы берем ответственность на себя, превращаем в цель и смело идем их достигать. Как видите, у меня на схеме там тоже есть свои подгруппы. Инфантильные желания я разбиваю еще на две группы. Первые – это те, которые превращаются в недостижимую мечту-жвачку. Почему жвачка? Потому что ее просто очень приятно периодически жевать, наслаждаться, смаковать. Недостижимая она, потому что никто не собирается совершать каких-либо действий, чтобы воплотить ее в реальность. Основная задача мечты-жвачки – это быть таким вот теплым костерком где-то вдалеке, который просто греет душу в течение жизни. Когда человек живет в одной реальности, которая его не устраивает, а периодически достает эту жвачку, чтобы почувствовать себя в той реальности, которой ему бы хотелось жить, но он не верит в то, что эта реальность, которую он придумал, она может стать его жизнью действительно. И вторая подгруппа инфантильных желаний – это обереги от счастья для оправдания своей неудачной жизни. Если про мечту-жвачку иногда люди даже никому не говорят, потому что это очень личное, чтобы наедине с собой достать, пожевать, порадоваться, то оберег мечта – это мечта, о которой всем рассказывают, потому что это реально очень классное оправдание бездействия и оправдание всех неудач и несчастий в своей жизни, которые человек не преодолевает, а ими, по сути, наслаждается. Почему человек это делает, я уже рассказывала в своем видео про потребность страдать и терпеть. Это есть у нас всех, но кто-то находит в себе ресурс вырваться из этого замкнутого круга, а кто-то так и продолжает защищаться этой мечтой, оберегом от счастья, чтобы, не дай Бог, не стать счастливым. У этого есть еще некоторые причины, как минимум страх предать род, предать свою стаю. Возможно, я об этом сниму отдельное видео, но пока эту тему оставим в стороне. И давайте посмотрим на мечты, цели, желания психически зрелого человека, то есть взрослые желания, мечты и цели. Позитивный вариант всем понятен. Человек достигает цели, становится все более и более счастливым, по дороге распаковывает свои ресурсы, потенциалы, таланты и становится все более и более раскрытым и удовлетворенным жизнью. Я в таблице отразила негативные варианты. Первый из них – это оберег от счастья.
И так довольно часто бывает, когда человек понимает, что он в состоянии добиться своей мечты, ставит цель, разбивает на задачи, начинает достигать. И вот он действует, и постоянные преграды, что бы ни делал, ничего не получается. Самый лучший, быстрый, эффективный вариант выяснить, в чем причина, это, конечно, сходить к психологу или коучу, или сесть и самому подумать о вторичных выгодах и какая потребность закрывается именно недостижением этой цели. В большинстве случаев это и есть оберег от счастья. Это тоже эмоциональная защита, чтобы счастливым так и не стать. С инфантильными желаниями здесь разница лишь в том, что там человек даже не пытается их реализовывать, а со взрослыми желаниями, когда человек даже не осознает, что у него есть вот этот вот барьер, это защита от счастья, он может положить целую жизнь на достижение, на пробивание стен, но в итоге так и не стать счастливым и целей своих не достичь. К сожалению, так бывает. Следующий вариант – это ложная мечта, когда человек тоже достигает, вот он достиг, а счастья нет. И третья группа желаний здесь – это те мечты, которые запускают процесс саморазрушения. Кто-то курит, кто-то пьет, а кто-то придумывает себе желания, в процессе достижения которых он тупо себя убивает. Это те мечты, желания, для реализации которых человек выбирает самый тяжелый путь, самые свои нераскрытые ресурсы, вот самые сложные способы, об которые он практически убьется. И саморазрушающимися желаниями парадокс в том, что человек их даже может достигнуть, но в процессе он просто будет убитый в хлам и перестанет понимать, зачем ему вообще какие-то новые мечты и желания. Если ваши желания, мечта и цель уже давно не достигаются, и вы уже переделали все, что могли, и хотите сами разобраться, какое же это желание и каковы причины, что никак не дается, здесь может помочь способ отдаление от своей цели, когда вы оставляете попытки принимать какие-то действия, что-то для нее делать, чтобы посмотреть на нее со стороны. Понаблюдать за собой, понаблюдать за целью, понаблюдать за другими людьми, которые достигли подобные цели. И есть вероятность, что получите инсайт, поймете, что же вы делаете не так и как нужно изменить свою стратегию, какую нужно выявить новую потребность и переключиться на нее для того, чтобы ваша цель стала той, которая в итоге достигнется и принесет счастье. И последний уровень из моей таблицы – это уровень влияния. Есть желания, мечты, цели, которые зависят от нас, и есть, которые от нас никак не зависят, что бы мы ни делали. Частично они перекликаются с адекватными и неадекватными. Например, у вас 2 дочки, и вы хотите 3-го мальчика. Насколько я знаю, медицина сейчас еще не может 100% гарантировать планирование пола ребенка. Или, например, вы хотите поехать в путешествие и встретить там мужчину своей мечты. И можно сделать все от вас зависящее, но какова вероятность, что именно в этом месте, именно в это время окажется именно тот мужчина, с которым вы совпадете для создания гармоничной пары. На это вы тоже не можете 100% повлиять. И на погоду мы тоже не можем повлиять. Как бы я ни хотела, например, завтра пойти на пляж и весь день загорать, наслаждаться солнцем, даже если прогноз погоды гарантирует, что все будет классно, солнечный абсолютно день, так бывает, что утром просыпаешься, а там ураган, и весь день льет дождь. Как быть с такими желаниями? Я считаю, что к таким желаниям и мечтам нужно относиться с пониманием. С пониманием того, что все может пойти вообще не так, как бы вам хотелось. Вы даже все можете превратить это в цель, совершать необходимые действия, но понимать, что вы можете не получить желаемый результат. И как, например, с желанием пола ребенка, определенного пола, понимать, что любой исход вас все равно будет радовать. Для вас важен сам ребенок, а не его пол. И еще хочу сказать, что неважно, к какому типу принадлежит ваше желание, мечта или цель, главное не ваша точка Б, а с каким настроением вы идете по пути к ней, каких людей вы встречаете, сколько нового вы узнаете и насколько позитивно вы все это принимаете и превращаете в свой ресурс. И на этом я буду завершаться. Спасибо, что были со мной. Отдельное спасибо тем, кто досмотрел до конца. Надеюсь, что была вам полезна. И увидимся в моих следующих видео. Пока-пока.